Основатель Amazon начинал свою карьеру с гаража, а над идеями Джек Ма смеялись, пока он не превратил свой бизнес в многомиллиардную империю. Как им удалось не только сохранить свои средства, но и многократно приумножить. Об этих и других примерах мы говорим сегодня в ролике. Приготовьтесь к путешествию в мир больших идей, смелых решений и правильного подхода к делу. Мы начинаем. Мышление миллионера. Первое, что бросается в глаза, когда изучаешь путь миллионеров, это их способность мыслить масштабно. Они не просто хотят заработать на жизнь, они хотят изменить мир. Возьмем Илона Маска, чье состояние на 2025 год превышает 250 миллиардов долларов. Основатель Tesla и SpaceX однажды сказал: «Я думаю, что лучше всего стремиться к мега-амбициозным мечтам. Когда никто другой не готов это сделать, у вас меньше конкуренции». Маск не просто мечтал о машинах или ракетах. Он видел будущее, где человечество живет на Марсе, а Земля ездит на электромобилях. Его секрет? Он не боится ставить цели, которые кажутся невозможными, и затем шаг за шагом идет к ним. Но как это работает для обычного человека? Начните с вопроса, чего вы хотите достичь. Не ограничивайте себя рамками реальности. Миллионеры вроде Маска учат нас, что реальность — это то, что мы сами создаем. Если вы мечтаете открыть кофейню, подумайте, как сделать ее не просто точкой на углу, а сетью, которая изменит культуру кофе в вашем городе. Мышление миллионера — это про долгосрочную перспективу и веру в то, что любая идея может вырасти в нечто грандиозное. А что, если вы провалитесь? Маск проваливался не раз. Первые ракеты SpaceX взрывались, Tesla была на грани банкротства. Но он говорил: если что-то достаточно важно, вы делаете это, даже если шанс не в вашу пользу. Урок прост. Не бойтесь рисковать ради большой цели. Упорство и уроки неудач. Опра Уинфри. Следующий секрет богатых людей — это умение вставать после падений. Опра Уинфри, одна из самых влиятельных женщин мира с состоянием около 3 миллиардов долларов, знает об этом не понаслышке. Ее путь начался с бедности, дискриминации и тяжелого детства. Она однажды сказала: «Большой секрет жизни в том, что никакого секрета нет. Какой бы ни была ваша цель, вы достигнете ее, если будете готовы работать». Про не просто работала, она училась на своих ошибках. Ее уволили с первой работы на телевидении, назвав непригодной для эфира. Но вместо того, чтобы сдаться, она использовала это как топливо для роста. Для бизнеса это значит, что неудача не конец, а часть пути. Хотите начать свое дело с нуля? Будьте готовы к тому, что первые шаги будут шаткими. Может, ваш продукт не купят сразу, или инвесторы откажут. Опра учит: превратите свои раны в мудрость. Каждый провал — это урок. Например, если вы запустили интернет-магазин, а продажи не пошли, разберитесь, почему. Плохой маркетинг? Не тот товар? Миллионеры не сдаются, не анализируют и двигаются дальше. Опра построила медиа-империю, потому что верила в себя и не боялась начинать заново. Ее совет для новичков таков: не ждите идеального момента, берите то, что есть, и делайте из этого лучшее. Начните с малого, но начните сегодня. Инвестиции в себя. Уоррен Баффет. Еще один ключ к успеху миллионеров — это постоянное развитие. Уоррен Баффет, легендарный инвестор С состоянием более 130 миллиардов долларов, говорил: «Лучшая инвестиция — это инвестиция в себя». Баффет не родился гением финансов. В юности он был застенчивым и боялся публичных выступлений. Но он вложил время и деньги в курсы ораторского мастерства, чтобы стать увереннее. Этот навык помог ему убеждать инвесторов и строить Berkshire Hathaway, компанию, которая сделала его одним из богатейших людей мира. Что это значит для вас? Если вы хотите развить бизнес, начните с себя. Учитесь новому. Маркетинг, финансы, психология продаж — все, что пригодится вашему делу. Баффет читает по 500 страниц в день, потому что знает: знание — это сила. Не обязательно читать столько, но выделите хотя бы час в день на книги, подкасты или курсы. Прежде чем начать стартап, изучите, как работают венчурные фонды. Мечтаете о ресторане? Освойте основы управления персоналом. Баффет также советовал: делайте то, что любите, и деньги придут. Найдите дело, которое вас зажигает, и станьте в нем экспертом. Первые шаги. Джефф Безос. Итак, вы вдохновились мышлением миллионеров. Но с чего начать, если у вас нет ни денег, ни опыта? Джефф Безос, основатель Amazon с состоянием около 200 миллиардов долларов, начинал в гараже. Его идея была проста — продавать книги онлайн. Он сказал: «Я знал, что если потерплю неудачу, то не буду жалеть о попытке, но я буду жалеть, если не попробую». Безос взял небольшой кредит у родителей и вложил все в сайт, который тогда никто не воспринимал всерьез. Сегодня Amazon — это гигант, доставляющий товары по всему миру. Ваш первый шаг — это идея. Не ждите миллиона в кармане. Начните с того, что у вас есть. Хотите открыть пекарню?
Используйте домашнюю кухню и продавайте соседям. Мечтаете о создании собственного приложения? Найдите и изучите курсы программирования. Безос как-то сказал: делайте маленькие шаги, но делайте их быстро. Тестируйте идею на практике. Спросите друзей, что они думают насчет вашего проекта, покажите им пример собственного продукта. Вам необходимо стать не лучше конкурента, а лучшим для покупателя. Если вы решаете реальную проблему людей, деньги придут. Главное, не стойте на месте. Миллионеры не ждут удачи, они сами ее создают. Тактики роста Джефф Безос. Вы начали бизнес с нуля, сделали первые шаги, но как превратить маленькую идею в империю? Тут нам снова поможет старина Безос и его детище. Amazon, как мы уже говорили ранее, начинался как книжный магазин в гараже, а сегодня это компания, которая доставляет все, от носков до электроники. Как он развил идею своего бизнеса? Его секрет в том, что он всегда ставил ценность для покупателя выше всего. Когда Amazon запустил быструю доставку, другие предприниматели улыбались. Кто же будет платить за скорость? Но Безос видел, что людям важно удобство, и эта тактика роста сработала. Как применить подобную тактику к вашему бизнесу? Думайте, что нужно вашим клиентам. Если вы печете хлеб, добавьте бесплатную доставку по району. Если делаете украшения, предложите уникальный дизайн, которого нет у других. Безос говорил: найдите то, что люди хотят, и дайте им это лучше, чем кто-либо. Рост начинается, когда вы решаете проблемы. Например, Amazon ввел подписку Prime, чтобы клиенты получали преимущество перед другими пользователями, чувствовали себя особенными. Подумайте, как удивить своих покупателей. Скидки для постоянных клиентов, подарок к заказу или удобный сервис. И обязательно думайте наперед, как ваш бизнес будет развиваться спустя месяцы и даже годы. Безос вложил миллиарды в проекты, которые окупились только через десятилетия. Не бойтесь играть в долгую. Это то, что отличает миллионеров от середнячков. Сила связей. Сара Блейкли. Следующий секрет успеха – это люди вокруг вас. Сара Блейкли, основательница Spanx и миллиардер с состоянием больше $1 миллиарда, сделала свое имя благодаря правильным связям и упорству. Ее история началась с идеи утягивающего белья, которое она придумала, отрезав низ у колготок. Сара говорила: «Я не знала, как делать бизнес, но знала, как спрашивать». Она обошла десятки фабрик, пока одна не согласилась помочь. Потом Сара лично убедила владельцев магазинов продавать ее товар, даже показывая, как Spanx работает, прямо в торговом зале. Пример Сары открыто говорит нам: не бойтесь просить помощи. Нет инвесторов — ищите наставников. Нет опыта — найдите тех, кто уже прошел этот путь. Блейкли советует: окружите себя людьми, которые умнее вас. Она не стеснялась учиться у других и строить сеть контактов. Начните с малого. Сходите на бизнес-мероприятие. Напишите эксперту в соцсетях. Попросите совет у знакомого предпринимателя. Сара добилась успеха, потому что не ждала, пока все само придет. Она стучалась в двери, пока их не открыли. Чтобы вам тоже открыли двери, помните слова Сары. Верьте в свою идею так сильно, чтобы заразить других. Если вы горите своим делом, люди это почувствуют и захотят помочь. Деньги как инструмент. Опра Уинфри. Опра Уинфри с ее $3 миллиардами говорит: богатство – это возможность влиять на мир. Она не просто зарабатывала на своем шоу, она строила школы, помогала людям и создавала бренд, который вдохновляет. Опра считает, что деньги должны работать на вас и на вашу миссию. Ее медиа-империя выросла, потому что она использовала доходы для новых проектов, а не просто копила их. Что это значит для вас? Когда ваш бизнес начнет приносить прибыль, вкладывайте ее с умом. Открыли кофейню и заработали первые 1000, купите лучшее оборудование или наймите классного бариста. Опра учит: делайте то, что имеет значение. Если ваше дело решает проблемы людей, деньги станут инструментом для роста. Опра пожертвовала миллионы на благотворительность, и это только усилило ее влияние. В бизнесе это может быть скидка для нуждающихся или бесплатный мастер-класс. Такие шаги строят лояльность и репутацию. Команда мечты. Ричард Брэнсон. Ни один миллионер не строит империю в одиночку. Ричард Брэнсон, основатель Virgin Group с состоянием около $5 миллиардов, говорит: люди – это сердце любого бизнеса. Брэнсон начинал с журнала в юности, но понял, чтобы идти дальше, нужны единомышленники. Он говорит: я нанимаю тех, кто лучше меня в чем-то, и даю им свободу. Virgin стала успешной, потому что Брэнсон доверял своим людям. Из примера Брэнсона можно вывести дельный совет. Найдите тех, кто разделяет вашу страсть. Открыли пекарню. Наймите пекаря, который обожает тесто, и маркетолога, который умеет продавать. Брэнсон советует: ищите не резюме, а характер. Он брал людей без опыта, но с огоньком в глазах. Как собрать команду с нуля? Начните с друзей или знакомых, потом ищите таланты на фриланс-платформах. Кроме того, Брэнсон давал такой совет: делайте работу веселой. В Virgin сотрудники всегда в хорошем настроении, потому что им нравится то, что они делают. Счастливая команда — это продуктивная команда. А кого бы вы позвали реализовывать свою мечту?
Адаптация к изменениям. Сара Блейкли. Мир меняется, и миллионеры знают, как подстраиваться. Когда магазины отказывались брать товар Сары Блейкли, она пошла к покупателям напрямую через ТВ-шопы и личные встречи. Позже, когда мода изменилась, она добавила новые линии одежды, чтобы остаться на волне. Что это значит для бизнеса? Будьте гибкими. Если ваш продукт не продается, измените подход. Делайте свечи, попробуйте ароматы, которые в тренде. Открыли фитнес-зал, добавьте онлайн-тренировки. Блейкли учит. Слушайте клиентов, но не бойтесь предлагать новое. Она адаптировала Spanx под разные размеры и стили, и это принесло ей миллионы. Как сказала Сара, не цепляйтесь за одну идею. Если что-то не работает, пробуйте другое. Мир постоянно меняется, и ваш бизнес тоже должен уметь это делать. Как бы вы изменили свое дело, если бы рынок повернулся спиной? Скорость решений. Ричард Брэнсон. Миллионеры не ждут идеального момента, они действуют быстро. Ричард Брэнсон советовал молодым предпринимателям: если тебе предлагают шанс, бери его и разбирайся по ходу. Когда ему предложили запустить авиакомпанию, у него не было опыта в этой сфере. Он арендовал один самолет, повесил вывеску Virgin Atlantic и начал летать. Сегодня его авиалинии летают по всему миру. Брэнсон считает, лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и жалеть всю жизнь. Как это применить? Не откладывайте старт. Хотите открыть магазин? Начните с малого. Продавайте через соцсети. Мечтаете о стартапе? Сделайте прототип за неделю. Как говорил Брэнсон, скорость побеждает сомнения. Быстрые решения дают вам преимущество перед конкурентами. Например, Virgin запустила рейсы, пока другие планировали. Еще один совет бизнесмена: доверяйте интуиции. Анализ важен, но иногда чутье подсказывает верный путь гораздо быстрее. Если вы чувствуете, что идея горит, не тушите ее размышлениями, действуйте. Личный бренд. Опра Уинфри. Богатые люди знают, ваш успех – это не только продукт, но и вы сами. Опра Уинфри построила империю на своем имени. Она говорила: будьте настоящими, и люди потянутся к вам. Опра не просто вела шоу. Она делилась своей жизнью, страхами, победами. Зрители полюбили ее за честность, и это сделало ее бренд неподражаемым. Сегодня ее имя – синоним вдохновения и силы. Что полезного можно вынести из примера Опры? Нужно создать личный бренд. Если вы открыли пекарню, расскажите в соцсетях, почему вы печете, что вас вдохновляет. Продаете услуги? Покажите свое лицо и историю. Опра говорила: люди покупают у тех, кому доверяют. Делитесь успехами и даже провалами. Это делает вас живым в глазах клиентов. Например, Опра рассказывала, как ее уволили, и это только укрепило ее связь с аудиторией. Еще один ее совет: будьте полезны. Опра давала зрителям советы, книги, идеи, и они возвращались. Подумайте, какую историю вы могли бы рассказать, чтобы привлечь людей к своему делу. Делегирование. Сара Блейкли. Один человек не можете все делать сам. Миллионеры это понимают. Сара Блейкли говорила: доверяйте другим, чтобы освободить себя для главного. Когда Spanx начала расти, Сара не пыталась контролировать каждый шаг. Она наняла людей для производства, продаж, маркетинга, а сама сосредоточилась на идеях и бренде. Она сказала как-то: я научилась отпускать, чтобы побеждать. Для бизнеса это значит: делегируйте рутину. Открыли интернет-магазин? Наймите фрилансера для дизайна сайта, а сами ищите поставщиков. Управляете студией? Пусть ассистент отвечает на звонки. Блейкли советует: найдите тех, кто любит свою работу. Ее команда была успешной, потому что каждый делал то, что умеет. Начните с малого. Отдайте одну задачу другу или подрядчику. Еще одно ее мудрое высказывание: не бойтесь просить о помощи. Сара спрашивала совета у всех, кто мог помочь. А кому бы вы доверили часть своего дела, чтобы освободить время? Устойчивость к давлению. Джек Ма. Миллионеры не ломаются под ударами судьбы. Джек Ма знает это лучше многих. Да, и он говорил: если вы не сдаетесь, у вас всегда есть шанс. Ма десятки раз получал отказы. Его не брали на работу, инвесторы смеялись над его идеями. Но он продолжал идти. Когда Alibaba только начиналась, конкуренты были сильнее, а денег не хватало. Ма выстоял, потому что верил: сегодня тяжело, завтра хуже, но послезавтра будет солнце. Как это применить? Будьте готовы к бурям. Открыли бизнес, а клиенты не идут? Не паникуйте, ищите выход. Джек поговаривал: смотрите на проблемы, как на возможности. Alibaba выросла, потому что он нашел свою нишу. Малый бизнес в Китае. Важно не бояться уже существующих бизнес-гигантов. Один из его советов гласил: не бойтесь быть маленьким. Он начинал с команды в несколько человек, но с большой верой. Если ваш стартап штормит, держитесь за цель и адаптируйтесь. Подумайте, как бы вы справились с отказом от инвестора или провалом продаж. Баланс и здоровье. Опра Уинфри. Успех не должен убивать вас. Опра Уинфри не раз говорила своим зрителям: вы не можете отдавать миру то, чего у вас нет. Она построила империю, но научилась беречь себя.
Опра медитирует, следит за питанием и отдыхает, потому что знает, без энергии нет побед. Здоровье– это богатство, считает она. Для грамотного ведения бизнеса важно не выгорать. При открытии своего предприятия не работайте круглые сутки. Найдите время для сна и хобби. Опра советует, ставьте себя в приоритет. Она отказывалась от проектов, если чувствовала усталость. Начните с малого. Выделите час в день на прогулку или спорт. И не забывайте получать удовольствие от процесса работы. Опра наслаждалась каждым шагом, а не только достигнутой целью. А как бы вы сбалансировали работу и жизнь, чтобы не потерять себя? Истории миллионеров показывают нам, что успех начинается с малого. Илон Маск, Джефф Безос и другие предприниматели много рисковали, учились, строили команды, прежде чем достичь всего того, что имеют сейчас. И вы тоже сможете многого достичь. Начните с малого, верьте в себя и действуйте. Ставьте лайк и подписывайтесь. Впереди еще больше секретов успеха.